Плохой холестерин, ЛПНП, это не холестерин, и он неплохой. Первое, о чем я хочу рассказать, попробую изложить проще. У нас в клетках есть маленькие фабрики. И некоторые фабрики производят белки. Как они это делают? Они берут строительные блоки белков, аминокислоты, и связывают их в определенные структуры для формирования разных белков. Это белки кожи, волос, ногтей, определенные гормоны, нейромедиаторы. Это просто разные формы, собранные из аминокислот. Одни фабрики производят белки, другие производят липиды, определенные жиры, формирующие организм. Жир есть в вашей коже, в мозге, в нервной системе. Еще стероиды, из которых состоят некоторые гормоны: эстроген, прогестерон, тестостерон, кортизол и так далее. А еще они выполняют функцию детоксикации. Если вы, например, пьете алкоголь, организму приходится его расщеплять. Это делает как раз эта фабрика. Их название — первая фабрика называется шероховатый эндоплазматический ретикулум, а вторая — гладкий эндоплазматический ретикулум. Название — это не самое важное, но именно там все начинается. Все это отправляется в центр рассылки. Это похоже на почту. Эта почта упаковывает белки для секреции, для отправки в организм. Это очень похоже на отделение почты, где отправление пакуют и снабжают маркировкой, чтобы его можно было отправить. Это называется аппарат Гольджи. То есть эти два механизма, среди прочего, исполняют функцию грузовых кораблей, потому что жир нужно доставлять через кровь, а он плохо в ней растворяется. Масло с водой не смешивается, так что нужно его упаковать в белок. Вот что такое липопротеин. Это белковая оболочка, внутри которой жир, чтобы его можно было перевести, как на грузовом корабле. Перейдем к печени, вот сюда. Печень, когда вы не едите, и производит эти грузовые суда. И вот эти два механизма как раз работают в печени. Итак, печень производит липопротеины. Один из этих типов называется ЛПОНП, липопротеин очень низкой плотности. Он состоит из определенного процента холестерина, триглицеридов, белков и других жиров. Здесь же все жирорастворимые витамины А, Е, Д, К1 и К2. Функция ЛПОНП заключается в том, чтобы отправлять эти грузы и разгружать эти материалы и витамины. То есть он снабжает клетку топливом в форме триглицеридов, поставляет материал для клеточных стенок, поставляет материал для производства желчи, витамина D, некоторых гормонов и, конечно же, поставляет антиоксиданты. И когда ЛПОНП избавляется от этого груза, он превращается в ЛПНП, липопротеин низкой плотности. Но в чем же между ними разница? В них разный процент составляющих. 10% холестерина превращаются в 26%. Процент растет, потому что уменьшаются триглицериды. То есть пропорция немного возрастает. Это понятно? То есть вот эти 70% триглицеридов падают до 10%. То есть он отдает много триглицеридов как топливо для питания клеток. Было 10% белков, стало 25%. Было 10% других жиров, стало 15%. То есть изменяются эти пропорции. В этом и состоит разница. Люди считают ЛПНП плохим холестерином, потому что он встречается в тех местах, где есть закупорки артерий. Но представьте себе, он находится на месте преступления для того, чтобы помочь восстановлению, чтобы стать пластырем, принести холестерин для заживления. ЛПНП опасен лишь в том случае, если у вас окисленный холестерин. Чтобы чуть лучше понять этот момент, я скачал статью об очень важном исследовании. Доказательство того, что резкое введение инсулина повышает у здоровых людей склонность ЛПНП холестерина к окислению. Собственно, вам я просто зачитаю выводы. Вот они.
В заключение, инсулин в физиологических дозах, то есть большие объемы инсулина, обуславливает повышенную пероксидацию ЛПНП. По сути, это оксидированный или окисленный холестерин, о котором мы и говорили. Вне зависимости от наличия гипергликемии. По сути, инсулин способен окислять холестерин, независимо от уровня сахара в крови. И к чему же это сказано? А это подводит нас к следующей фразе. Этот результат подтверждает возможность того, что инсулинорезистентность может быть причастна к формированию ранних атеросклеротических образований или к развитию атеросклероза. Это отвердевание артерий посредством сопутствующей гиперинсулинемии. Что это значит? Это значит, что у вас может быть окисленный холестерин при высоком инсулине, но он не обязательно вызван потреблением сахара, он вызван инсулинорезистентностью, которая, конечно, развилась из-за потребления сахара, но при инсулинорезистентности производится гораздо больше инсулина. Есть механизм обратной связи, заставляющий вас производить инсулина примерно в 5-7 раз больше нормы, и это может привести к окислению холестерина. То есть к плохому ЛПНП могут привести две вещи. Первое — это высокий сахар, и вторая — высокий инсулин. Я просто хотел обратить на это внимание. В описании будет ссылка, если хотите это прочесть. Вам не стоит беспокоиться о повышенном ЛПНП на кето-диете, при условии, что у вас низкий сахар и низкий инсулин. При соблюдении здорового кето и интервального голодания со временем ваша инсулинорезистентность уйдет, и уровень холестерина в итоге опустится. Что ж, я хотел подать эту тему как можно проще. Надеюсь, теперь вы ее лучше понимаете. Не беспокойтесь об ЛПНП, он неплохой. Он как корабль, он вам необходим, он перевозит топливо, он стремится вам помочь. Вывод таков: надо просто принимать меры, чтобы удерживать сахар в крови и инсулин в рамках нормы. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поделитесь им с теми, кому оно может быть полезно.